Всем диванным политикам не старше 16 лет привет, остальным здравствуйте. Мое первое видео неожиданно залетело в рекомендации, из-за чего на канал обрушился локальный хайп. Такого я и близко не мог ожидать, но, конечно, очень рад, что вокруг канала начинает формироваться свой андерграунд. А большего мне и не надо. Путем голосования для разбора было выбрано Арстоцка, и на этот раз сам разбор будет более структурированным, как и само видео. Я немного пошаманил над своей китайской петличкой, из-за чего звук должен быть чуточку лучше. Если что, напишите в комментариях по этому поводу. Итак, мною составлен план. Во-первых, мы разберем общее поверхностное состояние государства, ну то есть как давно оно существует, как и почему. Во-вторых, социальные лестницы. Открыты ли они? Сможет простой рабочий Иван достичь успеха? Или ему помешает застоявшаяся элита? В-третьих, собственность. Сюда относятся жилье, предприятия и так далее. В-четвертых, оценим уровень свобод. И помимо банальной свободы слова будет, например, рассмотрена трудовая повинность и прочее. Это действительно должен быть очень разносторонний пункт, так как в теории государство может одновременно вводить тотальную цензуру и одновременно легализовывать наркотики, согласитесь. В-пятых, политику в отношении национализма и патриотизма. И, наконец, в-шестых, подведем итоги. Теперь можем начинать. Что ж, нам с порога говорят про то, что пропускной пункт в городе Грештин ждали 6 лет. Так как это не единственный город в стране, то нельзя говорить, что она проводила политику изоляционизма. Тем более, в первый день мы занимаемся тем, что пропускаем своих сограждан. Но возникают вопросы к правилам, которые изначально одно. Понятно, что это игровая условность, поэтому не буду докапываться. Наш герой получает работу по лотерее рабочих мест, что весьма странно. Ну то есть представьте себе такую меру в реальной жизни. В чем смысл набирать рандомных людей на такую весьма и весьма важную работу? Документы проверять, а позже и арестовывать, и даже владеть оружием — это вам не дворы подметать. Причем мою позицию растеряет, внимание, начальник оперативного отдела по Восточному Грештину. Да, чувак, доверять лотерее было ошибкой. И я типа не знаю, что делать с этой фигней, потому что это максимально глупо и иррационально. Если это такая очень специфичная мера по решению проблем безработицы, то какого фига вы даете работу мигрантам? А я отвечу почему. Потому что это дешевый труд. По этой же причине на всяких стройках в какой-нибудь России вы постоянно видите не русского работягу Ваню и ему подобных, а чуваков по типу дяди Ахмеда, которые государственного языка-то не особо знают. Короче, добавляем режим управости. Теперь мы плавно перетекаем к социальным лестницам, и тут на самом деле все очень интересно и не так однозначно, как некоторые могут подумать. Как и в великом государстве из Beholder, мы имеем дело с бюрократией. Куча министерств, правил, которых не существует для самих бюрократов, застой, кумовство и т.д. и т.п. За это мы, конечно, накидываем правости и авторитарности. Но! Очень важное но! В стране на государственных должностях присутствует сдельная оплата труда, хоть и не на всех, но на каждой должности есть премии и штрафы. Закроем глаза на то, что штрафы нам выписывают, видимо, с помощью распыленных в воздухе нейросетей, которые проверяют документы. Конечно, это еще одна игровая условность, но при желании может тяжко оправдать созданием рабочих мест. Так вот, что касается премии и сдельной оплаты, то конкретно наш заработок зависит от количества паспортов, которые мы правильно проверили. И тут даже есть что-то отдаленно напоминающее стахановское движение из Советского Союза, когда рабочие стараются оптимизировать труд для получения большей оплаты. Так, например, мы по ходу игры вступаем в симбиоз с охранником, которому платят премии за задержанных. Тогда он предлагает нам побольше проводить аресты, чтобы оба остались в выигрыше. И, я вам так скажу, если реально хорошо работать, то не нужно будет экономить. Ну то есть я даже не брал взятки и не выполнял задания ESIC, и при этом у меня сбережения в среднем было по 50 кредитов, но чаще около сотни. А наш герой, как узнается из диалогов, как раз был простым рабочим Иваном из какой-то вонючей глубинки. И разумеется, для справедливости я отмечу, что работать в пропускном пункте престижно, и место это теплое, а герою повезло выиграть в лотерее, но это не отменяет факта поощрения усердной работы. Это делает режим левее, но, забегая вперед, радоваться рано. Еще упоминается, что был сменен глава Министерства въезда, и эта смена действительно повлияла на миграционную политику. Это добавляет немного либертарности. К сожалению, про образование ничего не известно, и теперь мы переходим к собственности. А вот тут, ребята, которые считают Арстоцку социалистической, лучше присядьте, если вы вдруг стоите. Начнем, собственно, сначала. Наша семья получает от правительства жилье, и вроде это классно и по-левому, но оказывается это такая ловушка Джокера, потому что за него каким-то фигом надо платить. И так как с одной стороны нам это выдала страна, а с другой стороны надо платить, такая мера является право-левой и не влияет на координаты. Но внимание заслуживает тот факт, что квартиры делятся на классы, и конкретно нам выдают самую дешманскую 8-ю. Причем для переезда в более крутые надо платить большие деньги. И даже так нам, как государственному служащему, доступен максимум 5 класс.
Стоит ли говорить, что за такую дележку и намеренное, неприкрытое рассвоение я накину режиму правости и авторитарности? Что касается экономики, то она смешанная. И причем в смеси преобладает рынок, потому что у нас тут и влиятельный, сами понимаете, какой клуб, и инженерная компания, которая, между прочим, не просто конкурирует с государством, но и предлагает более высокие зарплаты. Какое-то странное социалистическое государство с мощным частным сектором, да и вообще существующим, вы не находите? И я хочу подчеркнуть, что это не государственный капитализм, какой был в великом государстве с Beholder. Это именно что смешанная экономика. Здесь открыто и разграничительно существуют частные и государственные сектора. Из-за этого, кстати, сразу можно сказать, что ростовская это не фашистская диктатура. Добавляем правости. Теперь мы будем разбираться со свободами. Начнем, пожалуй, с новостей. Судя по мелькающим в газете с ни на что не намекающим названиям громкими, порой выставляющими государство, мягко говоря, не в лучшем свете заголовками, можно сказать, что у СМИ имеется свобода. Возможно, по закону какие-то углы и надо сглаживать, но в любом случае я накину немного либертарности. Немного, потому что, может, СМИ и имеют свободу, но ее могут не иметь простые люди. Это, кстати, весьма популярный прием в реальных современных странах, когда, например, правительство разрешает освещать проблемы, что будут решены, или что не являются значительными, но начинают закручивать гайки, если освещают неправильные темы. К сожалению, про свободу для работяг ничего сказать не могу. Кроме того факта, что в Ростовске нет трудовой повинности, что, несомненно, хорошо, и про то, что правительство предпочитает радикально решать проблему своей паранойи путем изъятия вообще всех паспортов. И за это, кстати, накину авторитарности. Думаю, вы со мной согласны. Но про остальное просто нет информации. Зато могу сказать про бюджетников. Вот тут уже, конечно, совсем не разгуляешься. Очень тонкие намеки, что это должно быть безоговорочно лояльной бюрократии, расследования, допросы, слушания. Считаю нужным добавить авторитарности. Молчу про коллективную ответственность для всей семьи. Конечно, кто-то может оправдать это тем, что таким образом у потенциального преступника будет тяжелый моральный выбор, но для меня это абсолютно аморально. От граждан переходим к иностранцам. Тут все вообще очень весело. Помните, я упоминал радикализм правительства? Так вот здесь это раскрывается во всей красе. Каличанцы часто устраивают теракты на границе, выискивайте всех каличанцев. Кстати, конкретно эту меру я не осуждаю. Это не шовинизм, а как по мне справедливая мера, основанная на статистике. Но что же делает государство, когда калеча жалуется и посылает дипломата? Просто все сворачивают, и теракты от каличанцев продолжаются. Гениально! Кстати, о терактах. Это не в тему нашего разбора, но вы вообще видели местную защиту? Ты похер! Импорт накладывает санкции, запрещаем въезд вообще всем гражданам из этой страны. В Объединенной Федерации начинается эпидемия, точно так же запрещаем въезд всем гражданам этой страны. Причем додуматься просто обязать иностранцев из Федерации предъявить документ с нужной прививкой смогли только на следующий день. Вы вообще можете после всего этого представить, насколько тут откровенно тупая и неповоротливая элита? Добавляем авторитарности и правости за шовинизм. Теперь про патриотизм и национализм. Честно говоря, я даже ничего такого не увидел. Ну, то есть помимо постоянного слова «Ростовский», что является обыкновенным повсеместным патриотическим лозунгом, но и не было найдено ничего такого. Тут нет агит-машины, с которой непрерывно льется речь про исключительный народ и величайшую страну. Нет милитаристских плакатов со словами «За Родину», нет запретов чего-то иностранного и т.д. и т.п. Все это, если что, было в великом государстве с Beholder, а здесь, ну, все даже неплохо. По итогу, в отличие от предыдущего видео, мы получаем не тоталитарное государство. Ростовская не фашистская диктатура, а просто очень правая и очень авторитарная страна. Но тут и близко нет такого крайнего уклона. Сравните с, опять же, великим государством из предыдущего ролика. Кстати, так как эта рубрика приказала долго жить, я решил создать тир-лист по государствам. Соответственно, страна из Beholder отправляется в самый низ, как невыносимая для жизни, а Ростовская отправляется в середину. Жизнь здесь терпимая, не хорошая и не плохая. Я бы даже сказал, что она во многом напоминает современные страны. Конечно, она хуже их, но, думаю, вы уловили мою мысль. Мною ничего не было сказано про язык, потому что эта организация представляет из себя абсолютную пустышку без идеологии. Все их идеи это буквально короче, у власти тираны, помоги нам. На этом все. Большое спасибо за просмотр, ребят. Я буду очень рад, если под этим видео со мной захотят подискуссировать. Все-таки я сторонник полной свободы слова, но попрошу соблюдать высокий уровень культуры. Нет, но я не буду столько оскорблений и тому подобное. Под прошлым роликом я вообще закрепил комментарий, где чувак назвал мое видео мусором и попросил удалить.
Прошу я вас, находясь на моем канале, уважать мои ценности. Ценности о непредвзятости и взаимном уважении. Не кидайтесь оскорблениями и не разводите демагогию, признавайте ошибки и даже поражения. И только спор рождает истину, а срач нас от нее отдаляет. Будьте здоровы, товарищи.